Искусственный интеллект, который помогает врачам. Звучит отлично, но что, если такой ИИ-помощник может не просто ошибиться, а заставить опытного врача совершить ошибку еще серьезней? Вот в этой-то ловушке доверия мы сегодня и будем разбираться. Давайте на секунду представим. Есть ИИ для диагностики рака. Его задача — спасать жизни. А теперь вообразите, что эта система не просто сама допускает промах. Нет, она заставляет опытного врача, профессионала, совершить ошибку. И ошибка эта куда серьезнее, чем та, которую он сделал бы сам. Вообще, как такое возможно? Но это не просто гипотетический вопрос. Именно им задалась группа ученых под руководством Эмили Росбах в своем исследовании 2024 года. И все, о чем мы будем говорить дальше, основано как раз на их работе. Итак, чтобы понять, в чем тут корень зла, нам нужно познакомиться с главным, так сказать, подозреваемым. У этого явления есть научное название — automation bias, или, по-нашему, автоматическое доверие. Что это вообще такое? А это, знаете, такая наша внутренняя склонность по умолчанию считать, что компьютер умнее, что машина не может ошибаться. И вот из-за этого мы порой слепо следуем ее советам, даже если что-то внутри подсказывает, здесь не все гладко. По сути, отключаем собственное критическое мышление. Самый, наверное, наглядный пример из жизни — это истории про водителей, которые слепо едут по навигатору и заезжают в озеро или в чистое поле. Почему? Потому что, GPS же сказал, вот это оно и есть, автоматическое доверие в чистом виде. А теперь давайте перенесем ту же самую логику в операционную или лабораторию, где цена ошибки, сами понимаете, совсем другая. Так, как же ученые решили проверить, насколько силен этот эффект? Они поставили очень тонкий и, я бы сказал, элегантный эксперимент с действительно высокими ставками. Взяли 28 опытных патологов. Это специалисты, которые смотрят на образцы тканей под микроскопом. И им дали задачу, от которой без преувеличения зависит жизнь пациента — оценить процент раковых клеток на снимке. От этой цифры зависит, каким будет лечение. Сам эксперимент был двухэтапным. На первом этапе врачи работали как обычно, сами, полагаясь на свой опыт и знания. А потом, через 2 недели, чтобы они точно не помнили свои предыдущие ответы, им дали те же самые снимки. Но на этот раз рядом с изображением была подсказка от ИИ. Но и это еще не все. Исследователи добавили, так сказать, вишенку на торт. Чтобы все было как в жизни, в реальной больнице же вечный цейтнот, они ввели стресс-фактор. В половине случаев у врачей тикал таймер, всего 10 секунд на принятие решения. Представляете давление? Итак, эксперимент завершен, данные собраны. И что же выяснилось? А вот тут начинается самое интересное. Потому что результаты оказались, скажем так, с двойным дном. Давайте начнем с хороших новостей. Если посмотреть на картину в целом, то ИИ-помощник действительно сработал. Точность оценок у врачей в среднем выросла. Вроде бы все отлично, технологии побеждают, расходимся. Но, как вы понимаете, не все так просто. Исследователей интересовал не средний результат, а именно те моменты, когда первоначальное мнение врача и совет ИИ не совпадали. Что же происходило тогда? Приводил ли ИИ к каким-то новым, неожиданным ошибкам? И вот здесь мы подходим к ключевой цифре всего исследования — 7%. Что это за 7%? Это и есть тот самый показатель автоматического доверия в действии. В 7% случаев происходила самая неприятная вещь. Врач, который сам по себе дал правильный ответ, видел неправильную подсказку от ИИ, начинал сомневаться и менял свое верное решение на ошибочное, понимаете? ИИ не просто ошибся, он спровоцировал ошибку человека там, где ее изначально не было. Хорошо, а что же с таймером? Ведь логика подсказывает, что когда времени в обрез, думать некогда. Значит, врачи должны были еще больше полагаться на ИИ и, соответственно, чаще попадать в эту ловушку. Правильно? Но... А вот и нет. И это, пожалуй, самый большой сюрприз исследования. Частота ошибок вообще не изменилась. Что под давлением таймера, что в спокойном режиме, все те же 7%. Так что, получается, стресс ни при чем? Не торопитесь с выводами. Давайте посмотрим вот на этот график. Ключевой момент — он показывает не частоту ошибок, а их тяжесть. То есть, насколько далеко от истины был неверный ответ. И вот тут-то разница просто колоссальная. И вот он главный вывод всего этого расследования. Оказывается, стресс и нехватка времени не заставляют нас ошибаться чаще. Они заставляют нас ошибаться гораздо серьезнее. Когда врач следовал неверному совету ИИ под давлением таймера, его ошибка была в разы грубее. Отклонение от правильного ответа было просто гигантским. То есть маленькая неточность превращалась в критический промах.
Так что все это значит для нашего будущего, в котором человек и ИИ будут работать бок о бок все чаще и чаще. Выводы здесь очень важные. Во-первых, становится предельно ясно. ИИ — это не какой-то всезнающий оракул, а всего лишь инструмент. Очень мощный, но инструмент. Во-вторых, даже если в целом система повышает точность, она может создавать новые очень коварные риски, которые не видны в общей статистике. Ну и самое главное — человеческая психология, особенно в условиях стресса. Это, как оказалось, критически важный фактор безопасности, а значит, при создании умных помощников нужно думать не только о коде и данных, но и о том, как на них будет реагировать живой человек. И в конечном итоге вся эта история подводит нас к одной очень глубокой мысли. Чтобы создать по-настоящему умный и безопасный искусственный интеллект, нам сначала придется получше разобраться в самих себе.